Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Парламент Молдовы объявил шестидневное ЧП в энергетическом секторе после того, как российские удары по Украине вывели из строя главную линию электропередач на 400 киловольт. За неполные сутки Украину атаковали почти 950 ударных дронов. Власти Молдавии сознательно отвергли надежный источник энергии из Приднестровья, предпочитая экономической выгоде политические игры. Также правительство Молдавии предлагает парламенту объявить ЧП в энергетике. Владимир, тут такой вопрос. Что они отказываются так яро от надежных источников поставок энергоресурсов, энергетики, и не боятся ли они на лошадей-то перейти? Они за экологичность так топят? Дело не в экологичности, дело в принципиальности. Как мы видим, несмотря на то, что энергия Европе начинает обходиться все дороже, 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 ближневосточный кризис, вот это прям какая-то ситуация с черными лебедями. В Европе закончился отопительный сезон, пора начать закупаться к следующему, ну, еще лето как-то пережить. Вообще, в принципе, европейские трейдеры и энергокомпании говорят, что они боятся лета больше, чем зимы, потому что летом нужно срочно забивать ПХГ, подземные хранилища газа, новыми запасами к следующей зиме. И газ, как правило, дорожает не только зимой, когда он очень нужен непосредственно для отопления и выработки электроэнергии, а еще он нужен летом. Потому что, во-первых, летом становится жарко, кондиционеры начинают работать на полную мощность, что, соответственно, очень нагружает электросеть, а электричество надо производить, и, как правило, его производят в Европе из газа. То есть, соответственно, нужно запастись газом на зиму, плюс еще пережить лето в прохладе и так, чтобы ничего нигде не выбило и хватило газа на расходы на кондиционирование, и как-то, в общем, прогнозировать ситуацию дальше. А тут как раз тогда, когда закончился отопительный сезон и запасы газа в ряде ПХГ достигли ну просто каких-то критических отметок, типа 6%, там 4%, как в Инчукалинском ПХГ. То есть реально очень мало. А тут еще кризис на Ближнем Востоке, который подзадрал цены на газ. Кризис завершаться не собирается. Плюс удары по Катару, которые вывели порядка 17% из их производства СПГ, который, по идее, рассчитывался с поставкой в Азию, но, тем не менее, он играет некую балансирующую роль для европейского рынка. Европейский рынок в любом случае смотрит на ситуацию и пытается понять, что будет дальше, где ему брать газ, откуда его закупать. Потому что американские танкеры с американским СПГ, которые шли в Европу, развернулись и пошли в Азию, потому что в Азии ситуация критическая, им тоже нужно забивать свои хранилища газом, плюс на что-то должна жить нефтехимия, плюс из газа делают удобрения, в общем, там целый комплекс проблем. Ну, в итоге получается, что цены на газ в Европе растут, они уже где-то за $600 за 1000 кубометров, что после долгих 200-300 на протяжении достаточно продолжительного времени, ну, очень некомфортно. Ну, собственно говоря, поэтому надо эту проблему как-то решать. А как ее решать? Ну, наверное, где-то закупать газ. А где закупать газ? Ближайший газ у нас находится в России. Но нет. Дело в том, что это принципиальная позиция. Тут недавно и Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, собственно, все они заявили о том, что несмотря на рост цен, на то, что потребители разоряются, они не могут оплачивать весь этот энергетический праздник жизни, встает целый ряд отраслей, все равно российского газа на территории Евросоюза не будет. Эта позиция однозначная. Ну, а, собственно говоря, почему маленькая Молдавия должна идти против всего большого Европейского Союза, тем более, что перед ними есть пример того, что бывает с странами, которые идут против воли Евросоюза. Ну, я имею в виду Венгрию и Словакию, которые, ну, у них действительно ситуация достаточно критическая. Выхода к морю у Венгрии, например, нет, поэтому газ они могут получать только, получается, транзитом из России по турецкому потоку через ряд транзитных стран, и других вариантов у них нет. Ну, вариант, в принципе, раньше, конечно, был. Вспомним
украинской газотранспортной системе, которая, как ни странно, присоединяется к российской. И долгое время поставки российского газа шли через Украину. Но с 1 января 2025 года это прекратилось. И, соответственно, никакого транзита российского газа через территорию Украины на территорию Европы нет. Соответственно, российский газ может поставляться по трубе только через Черное море, через Турецкий поток, через Грецию, через Болгарию, ну и так далее. Соответственно, в Молдавию раньше он тоже попадал через Украину, но как только закончился транзит газа через Украину, в принципе, закончился газ в Молдавии и закончился газ в Приднестровье. Почему, собственно, мы упоминаем и Молдавию, и Приднестровье вместе? Потому что, по идее, эти две страны, вернее, как бы одна в составе другой, если можно так выразиться, они энергетически неразрывно связаны. На территории Молдавии находятся два крупных объекта электрогенерации. Это Молдавская ГРЭС, Дубасарская ГРЭС. Собственно говоря, Молдавская ГРЭС долгое время обеспечивала электроэнергией Приднестровья и где-то, наверное, около 80% молдавских потребностей. Поскольку транзит газа через Украину прекратился, поставлять газ на эту электростанцию можно только через Молдавию, и, собственно, так и было. Газ закупался в Венгрии, поставлялся в Молдавию, собственно, для их собственных нужд, и в Приднестровье для работы этой самой молдавской ГРЭС. После того, как прекратился транзит, стали договариваться с Венгрией, оплата происходила со стороны России через венгерские компании. Одна из них там где-то в Дубае зарегистрирована. То есть это была какая-то очень хитрая схема, потому что из-за санкций достаточно трудно просто взять и гуманитарно, что называется, оплатить газ, который пойдет на Приднестровье. Поэтому это все делалось через 150 прокладок, через различные фирмы, через различные банки. Платежи ходили плохо, Молдавия, соответственно, газ поставлять без оплаты не хотела. И сложилась такая ситуация, как сложилась. Молдавская ГРЭС работает с трудом, потому что поставки газа крайне нерегулярны. Спасается она в том числе и тем, что несколько котлов на этой ГРЭС, они угольные, с углем ситуация несколько проще. Поэтому станция работает. Правда, она не то, что не обеспечивает целиком Приднестровье 80% Молдавии, как раньше. Сейчас она с трудом обеспечивает Приднестровье. Собственно, Молдавии имеет смысл пожить в состоянии ЧС, потому что благодаря этим всем энергетическо-политическим прыжкам и ужимкам Приднестровье живет в состоянии ЧС буквально уже начиная чуть не с прошлого года. Проблемы начались в декабре, в январе, прежде всего в январе, когда закончился транзит. И страна из состояния энергетического ЧС не выходит. Теперь Молдавия, видимо, тоже имеет смысл пожить таким образом, посмотреть, как это бывает. Соответственно, поскольку молдавская ГРЭС едва вытягивает потребности самой Молдавии в отоплении, в электроэнергии, поэтому поставки в адрес Молдавии прекратились. Собственно, совершенно неудивительная история. Плюс ко всему, Венгрия не очень хочет быть таким мальчиком для битья со стороны Евросоюза. В принципе, она снабжала ту же самую Украину, например, электроэнергией, и та могла чем-то поделиться с Молдавией, а Венгрия отказалась это делать. Более того, Венгрия последовательно отрубает поставки своих ресурсов на Украину, и это месть за перекрытие южной ветки дружбы, по которой нефть поступала в Венгрию для переработки и использования на внутреннем рынке. А после того, как Украина сказала, что дружба находится в неудовлетворительном техническом состоянии, не пустила туда последовательно сначала комиссию Венгрии, а потом комиссию ЕС, поставки прекратились. А у Венгрии это был единственный шанс получить нефть для переработки. Альтернатива есть поставки через Хорватию. Во-первых, это дорого, во-вторых, непонятно, откуда брать эту нефть. Не будем в это углубляться, поскольку говорим про Молдавию и взаимоотношения этих стран в области электроэнергетики. Короче говоря, Венгрия перестала поставлять
электроэнергию на Украину, Словакия тоже. То есть Молдавии приходится закупать электроэнергию где придется. В частности, вот, например, в Румынии. Однако в Румынии тоже есть определенные проблемы, потому что стране тоже необходимо покупать газ, заполнять хранилища к зиме. Ну и плюс ко всему есть определенные проблемы с переработкой, потому что помимо собственной добычи Румыния закупала нефть, в том числе частичную у России. После вот этих всех санкционных проблем там теперь тоже занимаются поиском нефти для того, чтобы как-то вот обеспечить свое существование. То есть если пытаться все вот эти вот политические, энергетические хитросплетения распутать в какую-то прямую линию и сказать простыми словами, что там происходит, ну, собственно, происходит очень простая вещь. Поскольку Евросоюз из политического принципа не собирается даже на секунду рассматривать возможность получения российских энергоресурсов, то, соответственно, вся вот эта вот схема снабжения Европы сырьем по приемлемой цене с приемлемым логистическим плечом превращается в клубок противоречий, потому что многие страны не получают то, чего они хотели бы получать. Соответственно, стоить все это начинает крайне дорого, далеко не все себе могут это позволить. Приходится придумывать какие-то схемы, где-то что-то докупать, перекупать по повышенным ценам. Ну и плюс ко всему ближневосточный кризис добавил к этой цене еще немного перца. Ну и еще приправки сыпанул циклон, который навалился сейчас на США, из-за которого 8 заводов по производству СПГ временно приостановили свою работу. То есть, соответственно, объем производства СПГ в США тоже снизились. И стало быть, тот СПГ, на который, наверное, рассчитывали страны, которые его закупают у США, ну, видимо, к ним тоже не придет. Ну, а СПГ – это сжиженный газ, который потом после регазификации превращается в тот самый метан, который потом сжигают на электростанциях, из которого потом производится электроэнергия. Поэтому удары на газовую отрасль Европы и, соответственно, на отрасль электрогенерации сыплются со всех сторон. Что будет дальше, посмотрим. Но что-то как-то позитива, по-моему, сейчас энергоситуации в Европе не добавит ничто. Во всяком случае, вот даже в волнах не видно каких-то перспектив или каких-то хороших новостей, которые могли бы облегчить их ситуацию. Ну, что касается ситуации с европейской промышленностью, мы с вами не раз уже этот вопрос разбирали. Если вкратце в общих чертах, то отрасли промышленного производства в Европе сыплются одна за другой. То есть, безусловно, говорить о каком-то тотальном кризисе, наверное, еще рано, но то, что объемы промышленного производства в Европе резко сокращаются, ну, это, собственно говоря, факт. Мы видим индекс PMI, который падает постоянно, а вызвано это прежде всего тем, что дорогая энергия делает очень дорогим результаты труда, собственно говоря, само вот это вот производство. И оно начинает терять свои конкурентные преимущества по сравнению с продукцией нового света, ну и прежде всего китайской продукцией. Опять же, дотационное сельское хозяйство в Европе, которое всегда поддерживалось государством, а еще во времена дешевого газа там, по 200, по 300 долларов за 1000 кубометров, фермеры периодически выходили на забастовки, потому что тяжеловато им жилось. Ну, а сейчас газ стоит 600, я думаю, забастовок фермеров будет больше. Я, собственно, почему в данном случае связываю газ и фермеров? Ну, во-первых, тепличное хозяйство, оно в основном кормится исключительно за счет досвечивания выращиваемых овощей при помощи электричества, а дорожающее электричество делает эти овощи совершенно неконкурентоспособными, особенно по сравнению с какой-нибудь там турецкой или китайской продукцией. И плюс ко всему газ – это удобрение. Тот самый карбамид, который используется ну, порядка 40%, даже, наверное, больше. Это азотные удобрения, без которых урожайность в Европе, где площадь полей не такая уж и большая, будет резко падать, и, соответственно, придется покупать либо дорогие продукты местных фермеров, либо закупать где-то на стороне, и это опять будет связано с проблемами.
Ну а что касается населения и энергетики напрямую, то счета за газ постоянно растут, и, собственно, жалуются на это, собственно, все. Многие в Германии уже устали бухтеть по поводу того, что а вот когда мы покупали газ в России, когда были перспективы Северного потока, мы еще могли себе позволить регулярно отапливаться и пользоваться электричеством совершенно свободно. Сейчас это уже далеко не так. Ну и, собственно, топливный кризис в Европе развивается, в том числе из-за ближневосточных проблем. Во Франции цена бензина перевалила за знаковую для французов отметку в $2 за литр. На заправках выстраиваются очереди, народ начал закупаться впрок. Кстати, начался в Европе топливный туризм. В частности, например, страны Скандинавии, те, кто может, там, например, финны ездят в Россию заправляться, пока есть такая возможность. Шведы ездят в Финляндию, поляки, нет, Германия ездит в Польшу, потому что у Польши есть граница с Россией, где так или иначе какое-то количество топлива просачивается. В Германии было принято официальное решение запретить заправкам повышать цены больше одного раза в сутки. Ну, собственно, ряд стран задумываются об объявлении чрезвычайной ситуации, но не связанной с энергетикой, как в Молдавии, а связанной с топливным кризисом, потому что цены на топливо растут, а стоимость энергоресурсов растет, и этого топлива больше не становится, потому что, собственно, закупать топливо по таким ценам в опте для его потом продажи в розницу для многих трейдеров становится просто невыгодным. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на канал в Макс Нефти Капитал. Сами читаем и вам рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.